Всем привет! Это третья, последняя часть мастер-класса на вот этого плюшевого хомячка. Предыдущие части можно найти в закрепленном комментарии под видео. А перед тем, как мы продолжим вязать хомячка, пожалуйста, поставьте этому видео лайк и напишите абсолютно любой комментарий. Также не забудьте, что у меня есть группа в Телеграме, где я скоро буду проводить опрос, какой мастер-класс делать следующим. Ссылочку на нее можно найти в описании под видео. Также я вам напоминаю, что схему на хомячка можно найти на моем бусте и приобрести всего лишь за 40 рублей. И также она доступна по подписке за 50 рублей. А если вы уже поставили лайк и написали комментарий, мы можем продолжать вязать хомячка. Начинаем вязать 14 ряд. Провязываем 2 столбика убавкой серым цветом 4 раза. 1 столбик, 2 столбик, убавка. Первый раз провязали. 1 столбик, 2 столбик, убавка. Второй раз провязали. 1 столбик, 2 столбик, убавка. Третий раз провязали. 1 столбик, 2 столбик, убавка. И четвертый, последний раз провязали. Дальше провязываем 2 столбика серым цветом. Первый столбик и 2 столбик в белую петельку. И меняем цвет на белый. Поменяли цвет. Дальше провязываем белым цветом. Будьте внимательны. Сначала провязываем 3 столбика. Первый столбик, 2 столбик в пышный столбик и 3 столбик. Провязали. Дальше нужно сделать убавку. Делаем убавку. Дальше провязываем 3 столбика в пышный столбик и еще 2 столбика. Меняем цвет на серый. Поменяли. Следующий ряд 15. Будьте внимательны, в этом ряду мы провяжем маленький хвостик. Нам нужно чередовать 1 столбик убавка. Провязываем 1 столбик, затем убавка. 1 столбик, затем убавка. Мы провязали 1 столбик убавка 2 раза. Дальше провязываем 1 столбик. Делаем 2 воздушные петельки. Первая, вторая. Дальше делаем убавку. И у нас вот такой вот маленький хвостик получается. Дальше провязываем 1 столбик, убавка. Еще раз 1 столбик и на убавке меняем цвет. Подцепляем 1 серую петельку, 1 белую, через них протаскиваем нить. У нас 2 серые петельки на крючке. Заканчиваем эту убавку белым цветом. Поменяли цвет. Дальше провязываем 1 столбик убавка белым цветом. 1 столбик, убавка. И еще раз 1 столбик, убавка. И меняем цвет на серый. Белый можно обрезать. Теперь мы довязываем хомячка только серым цветом. Перед тем, как провязывать следующий ряд, обязательно набиваем хомячка уже до конца. Набили хомячка до конца. Убедитесь, что голова хорошо набита. Дальше провязываем следующий ряд, 16, в котором делаем только убавки. Всего 7 убавок. Первая убавка. Вторая убавка. Чтобы сделать следующую убавку, хвостик загибаем к
телу. Третья убавка. Четвертая. Пятая. Шестая. И последняя, седьмая. Обрезаем нить, оставляем небольшой хвостик. Дальше мы закроем вот это вот отверстие. Я поддеваю переднюю половинку следующей петельки, протаскиваю через нее ниточку. Дальше поддеваю переднюю половинку следующей петельки, протаскиваю ниточку. Дальше следующая половинка петельки, следующая половинка петельки, следующая половинка петельки. И так до конца. После того, как 7 половинок поддели, затягиваем отверстие. Если у вас все еще здесь остается отверстие, и вы не можете его затянуть, потому что из плюшевой пряжи его затянуть не так-то просто. Его можно зашить крючком. Для этого делаем просто стежки крючком. Поддеваем петли, протаскиваем через них нить. Вот таким вот образом. Чтобы вот это отверстие на попе 100% зашилось. И затем я просто прячу эту ниточку внутри игрушки с помощью крючка. То есть крючком затаскиваю эту ниточку вовнутрь хомячка. Вот что у нас сейчас должно получиться. Сейчас мы будем оформлять хомячку мордочку. Крючок можно уже откладывать. Берем пряжу розового цвета. Я беру вот такой вот отрезок нити. Вставляю нить в иголку. Сейчас мы будем делать утяжки. Можно вот так вот вдавить внутрь хомячка глаза и посмотреть, как вам больше нравится. Где конкретно располагать утяжки. Я вдавливаю глаза, завожу нить, отступаю 2 ряда от ножки передней и завожу нить. Вывожу нить под глаз. Вот сюда. Вывожу. Завожу нить сбоку глаза. Вот сюда. То есть отсюда вывела, вот сюда завела. И в том же самом месте, вот сбоку глаза, но с другой стороны, я нить вывожу. Вот так получается. Завожу нить снизу глаза, так же, как вывела с этой стороны, вот здесь внизу глаза, завожу тоже внизу глаза. И вывожу нить не в ту же самую петельку, откуда мы заводили, а рядышком. Вот что у нас сейчас получается. Теперь я вдавливаю глаза в хомячка и затягиваю нить. Тяну очень сильно. Не бойтесь, если нить порвется, вы просто возьмете новую нить. Так что можно тянуть, не бояться. Затягиваем мордочку хомячка. Можно поэкспериментировать и вставлять вот эти нити и выводить в разных местах. И тогда утяжки будут получаться по-разному. Я натягиваю нити, помогаю пальцами. Как вы видите, я сплюскиваю пальцами. Дальше ниточку закрепляем
Для этого я нахожу здесь случайную плюшевую ниточку и делаю стежок в нее. Теперь вывожу ниточку в ту же самую дырочку, откуда заводила. Здесь делаю узелок. Два узелка будет достаточно. Вот такая утяжка у меня получается. Можно утягивать сильнее, либо слабее. Можно выводить нити в разные места, чтобы получились разные мордочки. Я этой же нитью сейчас буду вышивать нос. Я ничего не обрезаю, просто вставляю нить в иголку и этой же нитью сейчас начну вышивать нос. Вывожу туда, где у меня должен располагаться нос. И здесь просто делаю стежки. Формирую у хомячка носик. Носик стараюсь сделать похожий по форме на треугольничек. Когда закончила, вывожу нить вниз хомячка, рядом с этой же ниточкой, но в другую дырочку. Здесь закрепляю эту нить, то есть делаю стежок за случайную плюшевую ниточку. И вывожу теперь эту розовую ниточку в ту же самую дырочку, где у нас вторая розовая ниточка. Снова вяжу тут узлы. 2 будет достаточно. Теперь можно обрезать длинные кончики и заправить хвостики вовнутрь хомячка. Вот такая мордочка получается у моего хомячка. Давайте теперь добавим ему бантик. Я беру пряжу розового цвета. Чтобы провязать бантик, вам понадобится крючок меньшего размера, чем для плюшевой пряжи. Я буду использовать крючок 2,75 мм. Можно использовать примерно от 2 мм до 2,75 мм, если вы используете пряжу 150 метров на 50 грамм. Я сделаю кольцо амигуруми. Делаем довольно большое кольцо. Вот такое. Теперь я провязываю воздушную петельку. В это же кольцо амигуруми мы будем провязывать полустолбики с накидом. Делаем накид, вставляем крючок в кольцо, протаскиваем нить через кольцо, у нас 3 петельки на крючке, протаскиваем нить через все 3 петельки. Повторяем еще раз, накид, вставляем крючок в кольцо, протаскиваем нить через кольцо, у нас 3 петельки на крючке, через все 3 петельки протаскиваем нить. Еще раз, накид, вставляем крючок в кольцо, протаскиваем нить, у нас 3 петельки на крючке, протаскиваем нить через 3 петельки. Делаем 2 воздушные петельки. В кольцо делаем соединительный столбик. Вставляем крючок в кольцо, подхватываем нить, протаскиваем через кольцо и сразу же через петельку на крючке. Делаем 2 воздушные петельки. Снова делаем 3 полустолбика с накидом. Накид, вставляем крючок в кольцо, протаскиваем нить, у нас 3 петельки на крючке, протаскиваем нить через 3 петельки. Снова накид, выводим нить и через 3 петельки протаскиваем нить. Накид, выводим нить и через 3 петельки протаскиваем нить. Делаем 2 воздушные петельки. В кольцо амигуруми делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем, оставляем хвостик для пришивания. Распускаем нить, кольцо затягиваем. Вот такой бантик получается. Нитью для пришивания я его оборачиваю
Теперь пришьем его. Я пришиваю прямо рядом с ушком. Вы можете поэкспериментировать и поприкладывать бантик в разные места и посмотреть, где вам больше нравится. Я пришиваю рядом с ушком. Здесь я просто зацепляю крючком какую-то случайную петельку и протаскиваю нить. Перекидываю нить через бантик. Снова здесь зацепляю петельку, протаскиваю нить. Затягиваю. Повторяю то же самое еще один раз. Повторила. Теперь я пришиваю бантик к голове еще сильнее, делаю дополнительные стежки. В принципе, это не обязательно, но мне кажется, он так будет более надежно закреплен на голове. Я вывожу нить рядом с вот этой стороной бантика. Здесь подцепляю крючком бантик и пришиваю. То же самое повторяю с другой стороны. Вывожу теперь нить на другую сторону бантика. Здесь подцепляю бантик и делаю один стежок. Мне кажется, так бантик с двумя дополнительными стежками никуда не перекрутится, не будет топорщиться. Так что я на всякий случай делаю эти стежки. Хотя если вы не хотите, чтобы бантик был намертво пришит к голове, это не нужно делать. Я вывела ниточку сверху головы. Здесь цепляю крючком случайную ниточку плюшевую. Через нее протаскиваю нить. Вставляю крючок в ту же дырочку и вывожу где-нибудь рядом. Таким образом я закрепила нить. Теперь беру ниточку от начала кольца амигуруми. Ее вывожу в ту же дырочку, где у меня вот эта ниточка для пришивания. Связываю между собой эти ниточки в узелок. 2 узелков, мне кажется, будет достаточно, и теперь можно этот узелок заправлять внутрь хомячка. Вот такой хомячок у меня получился. Присылайте фотографии ваших хомячков мне в группу в Телеграме или отмечайте меня в Инстаграме. Пожалуйста, напишите, были ли у вас какие-то сложности при вязании этих хомячков. Все ли понятно, я объяснила. Если у вас возникли какие-то сложности, не стесняйтесь писать мне в Инстаграм или в Телеграм. Я постараюсь вам помочь. Буду рада, если вы напишите в комментариях, какого цвета вы вязали хомячка, добавляли ли вы ему бантик. И также буду рада, если вы подпишетесь на мой канал, на мою группу в Телеграме. Заранее спасибо. И на этом у меня все. Увидимся в следующих мастер-классах или влогах. Всем пока!